Мы пересекли Монблан. 3 дня до старта осталось. Сегодня что-то еле встала. Проснулась сначала в 2 ночи. Потом проснулась в 6. Потом легла, думаю, полежу немножко. В итоге проснулась в 11 часов. Но, видимо, нужно после вируса много восстановиться. Я не знаю, возможно, перед гонкой у меня такое бывает. Вот, сегодня тренировочка легкая. Побегу, посмотрю, где арка, потому что так в итоге не дошла. Вчера целый день работала. От усилий я работала. Сегодня работать буду тоже немножко, чтобы могла спокойно бежать 100 километров. Как на картинке. Боже мой. A sign on the poster, please to pass by this way first, and like this we can have a big lines of everyone. And the bus goes from here. And this is bus station or not? No, the bus station is here, Garden Ah, okay. This is the Eggy telecabin, the Eggy de Midi. Uh-huh. You see the lift Yeah, cable no. from miles away. Hey Lana, have a good luck with your race. Yeah, you rock and roll. Thank you so much. Пришла пить свою последнюю чашечку кофе. Короче, вот такое письмо информационное пришло с гидом, с номером, стартом, волной, контактами, когда у тебя там бас с важным номером и так далее. И у меня, значит, волна, здесь можно проверить свою волну, стартует по волнам. Я, значит, открываю. Смотрю, у меня номер 5133 ЦЦЦ. Я стартую в первой волне. Я невероятный счастливчик, мне кажется. Я не буду ничего ждать. И вместе с элитой, видите, я к ним близка. Вот так вот. Нету, да? CC. Yes. Yeah? Yes. Running back. Yes. Yeah? Yes. Bib number. Beep number I know. You know? Yes. It's good. Hello. Hello. Yes. Yes, yes. Thank you. Thank you. Ça c'est avec la batterie, mais que la sac c'est avec les piles. Oui. C'est pour avoir d'où les piles avec ça et ça. Voilà. So then you have like the glass. Стараемся потихоньку, в общем, скорее всего, побегу так. Футболочки UTMB, которую мне выдали. Рюкзачок померила. Кстати, 2 литра воды надо взять. Нужно сейчас придумать что-то, чтобы штаны с собой не переть. Типа такие, чтобы закрывала ноги. Типа рукавов, только для ног. Я не знаю, сейчас если найду, то куплю. И в принципе, I'm ready. Может быть, футболку другую куплю, не знаю, но... And that's all. Все, симпатичненько считаю. Очечки надо купить. Может быть, кепочку другую, не знаю. And go! Еще, короче, проверяла экипировку. Мне сказали, в общем, купить новый фонарь, потому что здесь, типа, нельзя вставлять батарейки. Но на самом деле я нашла. Там можно. Я до сих пор этого не использовала. Просто не очень удобно. Там же, где аккумулятор,
Там вставляются батарейки, и всего 2. Поэтому я не буду, слава тебе, Господи, покупать дорогущий европейский фонарь. Я побегу с тем, что есть. Сейчас, возможно, посмотрю футболочку, возможно, посмотрю шорты, но не уверена, скорее всего, побегу в юбке. И что-то для ног, типа вот эти рукава, там, я не знаю, как они называются, гетры, да, наверное, гетры. Вот. И соберу рюкзачок, и мне нужно еще сегодня поработать немножко. Еще, короче, привет моим деткам, да? Вот сейчас я не знаю, как показать. Вот, видите? Это пластилин. Просто чтобы вы понимали. Это от фонаря зарядный, ну, аккумулятор от фонаря. Пластилин. Последние приготовления сделаны. И я пришла просить силы у воды. Пусть я буду сильной. Все. Bon, on se met devant la télé. C'est Disney en fait. Ouais, ok, on va avaler. Минут до старта. Okay, let's go. Рассказали про гонку, но мы в Аосте. Вот сейчас прогуляемся здесь. Уже в Италии, в общем. Потом пойдем гулять в Турине. В Турине быть, в Аосте есть. Сейчас оторвемся по полной. Италия, детка. Поднимаемся, заселились в апарты с подругой. Нету лифта. И я вверх, а потом, самое главное, вниз. После вставших ног из 100 километров я буду подниматься, а потом спускаться. Боже, я в Италии. Наконец-то. Господи, я сейчас это буду есть, я просто не могу. У меня сейчас уже слюни потекли. Мы пересекли Монблан. Только вот обе, да.
Только Лана пешим маршрутом, а я на автобусе через туннель. Я на своих ножках. И ура, мы наконец в Италии, вот За под столько домом, лет. под домом Ницше просто ужинаем. Это Женя, не верится вообще. Покажи, пожалуйста, дом Ницше. Это прекрасный дом. Сидим, просто пьем вино, едим ризотто, едим пиццу, болтаем. В общем, все круто. Это очень круто, да. И пьем итальянское вино. И воду. Итак, я в Тбилиси, первая тренировочка в процессе. Из потерь несколько синеньких ногтей, много нервных клеток из-за не слегка смазанного результата. Ноги, требующие чуть большего восстановления, чем обычно, особенно моя левая икроножная. Что-то там идет не так, но все будет хорошо. Сейчас закончу тренировочку, все вам расскажу. Ну что, Монблан покорен. Это была просто реально очень жесткая, наверное, первая такая серьезная гонка. Вероятное количество топовых атлетов на гонке. Там 100 километров, 6000 набора. Да, это сложно, но постоянный крутой затяжной подъем и такой же крутой затяжной спуск. Это было очень сложно. Это было реально очень сложно. Но на самом деле я просто нереально довольна тем, как я подготовилась к этой гонке. Это, наверное, первая гонка, во-первых, которую я вышла с такой достаточно холодной головой на ультру, без такого эмоционального шторма. Да, я волновалась, но это было немножко все по-другому. Во-вторых, я идеальнейшим образом собрала рюкзак, просто идеальнейшим, у меня не было ни одного нарекания к себе. И просто невероятно круто и продуктивно проводила время на пунктах питания. Ну, до 2 последних, да. Но и то даже, наверное, скорее до последнего, там больше всего времени провела. Но это было просто perfect. По питанию на трассе тоже, в принципе, было все окей. Единственное, меня один раз, ну, скорее, это, наверное, от жары немножко затошнило, и как бы чутка такое не заходили гели. Но на следующем же пункте питания, уже имея опыт, я просто как бы там съела поднос лимонов, и все наладилось. Бежишь на этой трассе рядом с сильными атлетами, я прям чувствовала в какой-то момент, что рядом со мной люди, которые на порядок сильнее меня. Но ты бежишь, и ты выдаешь результат, на который ты способен уже за такое маленькое короткое время, там 3,5 года я бегаю, и я там. Поддержка на трассе местных, что в Италии, что во Франции, была просто космос, просто космос. Люди выходили на улицу, хлопали, кричали, читали твое имя на твоем номере, кричали: Лана, давай, ты сильная, ты сможешь, ты сможешь. Дети выходили, там тянули свои ручонки, чтобы там им дали 5. Выходили целыми семьями, выносили столы со стаканами с водой, чтобы поддержать бегунов. Это и на финише, самое главное, финишировала что-то там в районе 4 утра. Я говорю, и на финише стояли абсолютно левые люди, которые долбили по этим бордюрам, кричали ура, как бы финишером и так далее. Я сейчас прям говорю, и реально мне хочется плакать, только плакать и плакать. По плану моя гонка должна была начаться с 70-го километра, то есть до этого я должна была идти на не очень высоком пульсе. В принципе, что у меня в общем и целом получилось, кроме первого подъема, там немножко зашкалило, потому что была дикая жара, но я все равно опустила пульс, и после 70-го километра по плану у меня был разгон, я должна была нагонять. Ну вот незадача. К 50-му километру мои ножки немножко были в шоке от этих крутейших просто подъемов и спусков нон-стопом. И после 70-го километра мои ноги просто встали. Мышцы колом, ноги не бегут, особенно вниз. Это была дичайшая боль.
И если до последнего пункта питания, там до финиша оставалось 7 километров, я еще хоть как-то добежала прям, то уже после этого спуск, тем более он такой был там чутка неровный, скажем так, но все равно там можно было бежать и, в принципе, прям шикарненько бежать. И я чувствовала по себе, что силы-то у меня есть. Единственное, что мои ноги просто не двигались. Это реально была дикая боль. Но я старалась как-то немножко там все равно подбегивать. Один раз упала, очень больно на локоть. У меня реально до сих пор локоть болит. Один человек накануне старта мне большое ему огромное спасибо сказал, что бы ни случилось, продолжать движение. И я реально после 70-го километра, особенно на последних этих 7 километрах, в голове были только эти слова. Ничего, Лана, тебе нужно просто продолжать движение. Я старалась как могла, но когда люди оббегали меня, да, весь наработанный результат до этого, конечно, мне как нож просто в сердце был каждый раз. Я пропустила, конечно, там людей, поняла, что будет смазанный результат. Еще тогда посетила первый раз в моей жизни мысль о том, что бег это вообще, наверное, не мое. И я не умею бегать вообще. Но на самом деле, как только я финишировала, меня встретила моя подруга, с которой 1000 лет не виделась. Она приехала ко мне с 1000 пересадок с Италии, ненавидя горы, ненавидя спорт и ненавидя серпантины и так далее, но все равно приехала и встретила меня на финише. И вот я здесь, а ноги мои там. Только ленивый мне не прислал на самом деле скрин, там, где я обошла 200 человек. И на самом деле это меня очень сильно поддержало, потому что в тот момент я думала только о тех красных цифрах, это упущенных людях после последних 2 пунктов питания. Сейчас я реально могу трезво оценивать свой результат этой гонки, крутейшей гонки, одной из крутейших гонок в мире, да. Блин, я бежала с топовыми атлетами. Я даже стартовала в одной волне, понимаете? Я была где-то рядом. Ощущение очень крутое, когда ты бежишь реально крутейшую гонку, сильную, мощную, серьезную. Прям как все по-взрослому, блин. Самое главное, я финишировала. Я финишировала эту сложную гонку. На самом деле очень много было сходов на моей дистанции ЦЦЦ было больше 500, да, почти 600 там сходов. На гонке основной фулл дистанции было больше 900 сходов, причем элита тоже сходила. А я смогла. А я финишировала, понимаете? И для меня это достижение, пусть да, не совсем тот результат, который я как бы планировала, да, но ультра это всегда ультра. Это долго, это горы, может произойти все, что угодно, и твой организм может среагировать как бы вообще по-разному, гонка от гонки, да. Но в любом случае все выводы сделаны, и я знаю, что мне не хватило физухи. Будем качаться еще, будем бегать еще. Я хотела бы поблагодарить просто очень сильно всех, кто меня поддерживал. На самом деле таких людей становится все больше, и это меня держит на дистанции. Любое слово, которое вы говорите, мне просто придает силы. Видите, как я говорю, в этот раз получилось так, что человек поддержал меня, сказал какие-то напутственные слова на гонку, а я на них продержалась 30 километров, понимаете? Это для меня очень важно. И я очень счастлива, что я побывала на Монблане, что у меня была возможность принять участие в одной из самых крутейших гонок в мире с топовыми атлетами. И эта гонка точно сделала меня сильной, и даже, я не знаю, даже, наверное, не физически, где-то в голове, ментально. Это... Я теперь точно знаю, что я реально сильная, реально. И только вперед к новым горизонтам.